Морской вокзал Сочи – центр культурных событий и мировых тенденций. Галерея красоты, моды в бутиках Гуччи, Этро, Макс Мара. Элитный мужской мир в Эрменеджильда Зенья. Парфюмерия и косметика в Артиколе. Ценителям традиций часы в Сублим. Семейные завтраки, деловые обеды и званые ужины в ресторанах «Кофемания» и «Ласточки». Морвокзал Сочи, Войкова, 1. История морского города в деталях и вкусах. Ее косметикой пользовался Владимир Путин, и, пожалуй, этого достаточно, чтобы понять уровень нашего сегодняшнего гостя. Женщина, которая создала свой собственный косметический бренд. Она знает о красоте и молодости больше, чем кто-либо. Для нее возраст – это не цифра в паспорте, а состояние души. Сегодня в «Море откровений» впервые гость из-за рубежа. Бьюти-эксперт с мировым именем Фани Бенами специально приехала к нам из Израиля, чтобы рассказать, как без пластических операций скинуть 20 лет. В России живут красивые женщины? Конечно. У русских красавиц свой особенный шарм. Все женщины в Израиле обязаны служить в армии. Вы служили в армии или, как принято говорить у нас в России, откосили? У нас в Израиле невозможно откосить от армии, потому что в тот же момент приезжает военная полиция и тебя забирают под ручки в тюрьму. Мужчина в Израиле никогда не скажет женщине: молчи, твой день 8 марта. Огромные деньги скружили ему голову. Он смог забрать всю мою фирму. После всей этой ситуации вы вообще разочаровались в мужчинах? После всего, что случилось, я не пускаю никого в свой дом. И это правильно! Фани, добро пожаловать в Россию. Мне очень приятно видеть вас здесь. Я сама несколько раз была в Израиле и в Иерусалиме, и в Тель-Авиве. Мне очень понравилось. Надеюсь, что вам понравится наш Сочи. И вообще, у нас в России не принято спрашивать женщин о возрасте, но позвольте, я сама открою секрет нашим телезрителям. Вам 61 год. И вы, конечно, не выглядите на этот возраст, и я в свои 60 мечтаю выглядеть также потрясающе. На какой реальный возраст вы себя сейчас ощущаете? Большое спасибо за все ваши комплименты, которые я получила. Мне очень приятно это слышать. Я также рада и точно знаю, что россияне любят мою страну. Тот прием, который мне оказывают здесь, очень теплый. Мне иногда кажется, что я почти дома. Особенно климат Сочи. Этот город с морем и теплым бризом. Да, мне действительно 61 год, но внутри я ощущаю себя 20-летней девочкой. Ощущаю себя так, потому что каждый день я чем-то занята. Каждый день я в движении. И еще раз спасибо за ваше мнение. Но, несомненно, я выгляжу так неплохо и благодаря своей генетике. Мой папа умер в 93 года. У него практически не было пигментации на лице в его таком почтенном возрасте. Это все взаимосвязано. Я очень рада быть в России, быть в Сочи, город-красавец. Я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной в этом живописном месте. Вообще, сегодня женщины имеют большие возможности продлить свою молодость, начиная от косметологических процедур, заканчивая пластическими операциями. В чем секрет вашей красоты? Неужели это только генетика? Есть важные и нужные секреты, которыми я всегда готова делиться. Красота – это в первую очередь здоровье, и если ты здоров, то ты, конечно, красив. Одно без другого на самом деле невозможно. Я с 20-летнего возраста стараюсь есть максимально овощи и фрукты. Я обязательно выпиваю 2 литра воды, я занимаюсь ходьбой, хожу по часу в день. Это мои секреты, которые помогут всем вам. Вы первая женщина в Израиле, которая разрабатывает и производит собственную косметику. Скажите, с чего все началось? Вы просто не могли найти подходящие для себя средства у других брендов? По профессии я косметолог. Это такая, на самом деле, очень ответственная специальность, которая требует достаточно длительного периода обучения. Это огромный опыт, который нужно исследовать, погрузить внутрь себя, сравнить с теми современными наработками, которые есть у коллег во всем мире, и постоянно следить за новинками в этой индустрии. Многие делают ошибки, научились самым базовым основам и ставят во главу угла, конечно, не здоровье своих клиентов,
а ориентируются на пополнение доходов. Здесь всегда риски. Я выбрала другой путь, и теперь уже через 40 лет могу точно сказать, он единственно верный. Выбрать несколько специализаций, стать в них одним из лучших экспертов в мировом, не побоюсь этого слова, сообществе. Но путь этот самый сложный и тернистый. Главное – постоянное желание развиваться. Но от этого растет все сразу. И ты сам, и твое дело, и признание, и, конечно, доходы. Когда я даю наставления будущим профессионалам, я всегда интересуюсь у них, какой конечный результат они видят в своей деятельности. Мне кажется, правильный ответ – конечный результат, он бесконечен. И в этом суть любой профессиональной деятельности, любой процесс уже результат. Но всегда нужно стремиться и идти дальше. Меня так уже протестировали меня. Моя работа изначально была направлена на тех людей, у кого были проблемы с акне. Специальных препаратов, которые бы помогали людям с этой проблемой, нигде не было. Поэтому я обратилась к природе. Потихоньку я разработала через формулы, через исследования свою линию. Ко мне начали обращаться коллеги по цеху за помощью, учились у меня, и постепенно все переросло в нечто более масштабное. Когда это все начало развиваться, я стала общаться с маленькими производствами, которые могли бы мне помогать производить косметику для косметологов. Я предлагала многим работать со мной над исследованиями, но все смеялись. Огурцы, помидоры, картофель. Что это такое? Кто с этим будет связываться? Поэтому я купила маленький заводик, обустроила его и стала делать косметику из натуральных компонентов. Со временем мы стали одним из самых больших промышленных заводов в Израиле, который производил косметику, который производил линию, направленную на лечение проблемной кожи. И это переросло в мировой бренд. Следующий мой шаг вместе с большой командой ученых и медиков стал исследование и производство косметики для ухода за ногами. Когда я начала изучать саму индустрию педикюра и понимать глубоко, какие проблемы есть у людей разных возрастов и обоих полов, я смогла снова сделать эксклюзивную линию. Но особенно я счастлива, что моей команде впервые в мире удалось сделать счастливыми людей с сахарным диабетом. Я долгое время была единственной женщиной в Израиле со своим заводом, огромным штатом, офисами продаж по всему миру. Но, к сожалению, сегодня это все история. Фанни, в России живут красивые женщины? Конечно. У русских красавиц свой особенный шарм, и они отличаются от тех женщин, которые живут в Испании, Германии, Португалии. Это признанный бренд, что Восточная Европа дает миру какую-то потрясающую женскую красоту. О своем бизнесе вы сейчас говорите в прошедшем времени. Я знаю, у вас были некоторые разногласия с мужем. Расскажите об этом. Нет, не разрыв с мужем, а его действия стали причиной того, что я одна из самых богатых и знаменитых женщин Израиля осталась на некоторое время ни с чем. Такая часто встречающаяся история, когда твой самый близкий человек оказывается со вторым неизвестным тебе дном. Что все, что ты думал за 35 лет брака, это на самом деле немного иллюзия. Причины разводов у всех разные, но у нас не очень приятная – деньги. Я долгие годы была мега-бизнес-вумен, зарабатывала на всю семью, моталась по всему миру. И тоже, возможно, где-то пропустила какую-то суть и наших отношений, и в его характере. Он был инженером, и казалось, что мы очень крепкая семья. Но когда он вошел в мою компанию, огромные деньги скружили ему голову. Он смог забрать всю мою фирму. Так как я доверяла ему, то в тот момент, когда я занималась развитием бизнеса и летала по всему миру, я дала ему власть и деньги, право подписи в банке, у него также было право управлять всем производством, и если без деталей, вскоре юридически компания стала его. Наверное, я не держу на него зла, это было бы неправильно, но нужно было собраться, сделать вывод и идти дальше. Это было очень непросто, хотя звучит, что я так мгновенно расправила плечи и сразу
снова сделала новый проект. Нет. Но рядом были другие близкие люди, другие партнеры. Я выбрала новую ступень. С головой окунулась через некоторое время в работу. И вот я здесь, в России, даю интервью. Снова имею то, что было как минимум в своем авторитете. Все закончилось. Получается, что сейчас вы создаете бизнес с нуля. Совершенно верно. После того, как он перевел все деньги на свой счет, в компании остались только долги. 35 лет упорной работы просто начали разваливаться. Мне стало важно мое здоровье и мое душевное состояние, поэтому я отпустила ситуацию и начала развивать все с нуля, все по новой. Постепенно появился даже азарт. Я смотрела на себя со стороны и задавала себе вопросы. «Фанни, ты ли это? Тебе снова 20, и ты снова в самом начале своей профессиональной карьеры? Вспомни, какая смелая ты была, как покоряла города и страны, какое огромное количество женщин и мужчин тебе были благодарны за красоту и здоровье. Но нет сегодня той огромной сети. Так ты же ее создала. Сделай новую». Конечно, это непросто, особенно в пенсионном возрасте, но ничего, я все равно иду вперед, и это, скажу вам, даже очень весело. Это движение и жизнь. После всей этой ситуации вы вообще разочаровались в мужчинах? После всего, что случилось, я не пускаю никого в свой дом. Как вы говорите, в России мой дом – моя крепость. Так моя крепость – это крепость сильной женщины. Да, есть мужчины, но они остаются в стороне. Я никого не приглашаю в свою жизнь, в свое сердце. Я должна думать о себе и о своем будущем. И это правильно! Только бизнес. Все женщины в Израиле в возрасте от 18 до 27 лет обязаны служить в армии. И исключение составляют только женщины с детьми, замужние женщины и те, у кого проблемы со здоровьем. Скажите, вы служили в армии или, как принято говорить у нас в России, откосили? У нас в Израиле невозможно откосить от армии, потому что в тот же момент приезжает военная полиция и тебя забирают под ручки в тюрьму. Служат все, кроме, как вы уже сказали, беременных и замужних женщин. А также не служат женщины определенных специальностей, они проходят военную подготовку на местах. Что касается меня, я не служила, потому что у меня есть диплом учителя старших классов. Мне вообще очень интересно узнать о самой косметике. Какое основное сырье вы используете сейчас? В моих препаратах нет такого, что это стопроцентная растительная продукция. Это все-таки невозможно для результата. Есть органическое происхождение и есть химические элементы. Есть еще такое простое понятие «секрет фирмы», но мы почти не пользуемся им. Мы, наоборот, стараемся массово донести, из чего мы делаем косметику и препараты, для кого. Очень большой спектр и выбор. Мы следим, чтобы тем, кому не обязательно пользоваться ей, были свободны в своем выборе. Но в то же время есть десятки тысяч людей, которым можем помочь, возможно, только мы. Знаете, в России очень часто можно услышать от женщин: это не крем, это сплошная химия. Я лучше намажусь отваром из ромашки и буду красивой. Как вы относитесь к народным средствам красоты и практикуют ли что-то подобное женщины в Израиле? Я ничего не имею против природы, это очень хорошо. Но если у вас проблема с кожей, то никакой апельсин, никакой лимон не поможет вам убрать ненужную пигментацию и восстановить кожу так, как это сделают в комплексе органические и химические составы. Омоложение тоже невозможно одной природой, как эксперт с мировым именем вам говорю. Долгое время этот миф используется, что натурпродукт, огурец с грядки или льняное семечко принесет самую большую пользу. На этом обмане построены огромные концерны и индустрии. На самом деле чистый огурец, конечно, полезен, но лучше его употреблять внутрь. Ромашковый отвар – это не наш вариант. Читайте состав внимательно, не ленитесь, уточняйте, где произведено, кем, какое ведомство одобрило, кто рекомендует. Сейчас Google под рукой, помните, что самые большие бюджеты на рекламу в нашей индустрии, но работает по-прежнему качество. Для вас важно, чтобы косметика не тестировалась на животных?
Конечно, я категорически против тестирования косметики на животных. Это одно из требований Министерства здравоохранения Израиля. Это одно из главных требований для получения сертификата на любой препарат. Я знаю, что вы приглашали работать на свой завод бывших заключенных, алкоголиков, наркоманов и даже людей, которые пытались покончить жизнь самоубийством. Почему вы это делали? Да, это была моя помощь, моя минимальная помощь людям вернуть их к нормальной жизни. У меня было на тот момент достаточно денег и достаточно работы, чтобы помочь оступившимся соотечественникам вернуться в социум и зарабатывать, чтобы они стали полноценными гражданами. Я не считаю, что дело что-то грандиозное. Социальная ориентированность присуща всем крупным бизнесменам. Это часть их жизни, это часто вне политики. Тебя никто не заставляет, просто ты не можешь иначе. Они вас потом благодарили? Конечно, они очень благодарили. Дать людям, своим соотечественникам второй шанс полноценно стать на ноги. Для нас это на самом деле в крови. Мы заботились друг о друге во все времена. И если у меня есть не просто деньги на содержание, а рабочие места, я, конечно, даю их тем, кто остро в этом нуждается. Я заботилась, чтобы у людей был трансфер, чтобы их в 8 утра привозили на работу, в 3 полчетвертого увозили с работы, чтобы людям предоставлялись полноценные обеды. Я заботилась об их здоровье, об их семьях. Люди получили полную зарплату, а через год или полгода, когда заканчивалась их программа восстановления, они не хотели уходить, и многие оставались. В Израиле права женщин и мужчин абсолютно равны. Женщины могут работать и грузчиками, и охранниками, что в России там встречается крайне редко. И мужчина в Израиле никогда не скажет женщине: «Молчи, твой день 8 марта». Скажите, неужели вам никогда не хотелось почувствовать себя слабой, скажем, переложить ответственность на своего мужчину? Я понимаю, что у вас не очень удачный опыт, но все же. Да, равноправие во всех сферах жизни – это один из главных плюсов, наверное, для общества. Я вам даже больше скажу. У израильтянок в некоторой части у женщин даже больше прав, чем у мужчин. Как это проявляется на практике? Вам, например, не могут отказать в рабочем месте только потому, что вы женщина, только потому, что кому-то кажется, что эта работа не женская. Во многих вакансиях даже написано, что эта вакансия подходит как для женщин, так и для мужчин в равной степени. То же самое и в семейных отношениях. И то, что я была финансовой главой семьи, никого в Израиле не удивляло. Я обычный гражданин своей страны, который старался и стремился к каким-то высотам в своей карьере. А муж мог быть таким же целеустремленным, как я, а мог и не быть таким же. То есть мы в одинаковых правах и не только на бумаге, но и в самом обществе. Все этому соответствуют и принимают как данность. Давайте поговорим о тех, кто пользуется вашими разработками. Это ведь не только обычные женщины и мужчины, но и влиятельные персоны. Я знаю, что среди тех, кто пользуется вашей косметикой, и наш президент Владимир Путин. Да, Владимир Владимирович пользовался моей косметикой долгое время в прошлом. Сейчас, к сожалению, у меня нет с ним такой связи, как было раньше. Но да, это было, это правда. Мне очень приятно. Сегодня вся богема, все звезды Израиля, мои друзья и клиенты. Послушайте, это, конечно, большой маркер. Жены президентов и сами президенты мои клиенты. Поп-дивы, актеры, мировые оперные певцы и певицы, мои друзья и клиенты. Но нужно понимать, они люди. Такие же, как и все мы. У них есть обычные проблемы, и просто им нужно средства для ухода за своим здоровьем. Олеся, смайл! Вы занимаетесь настоящими научными исследованиями в области косметологии. Скажите, почему так мало женщин в науке? Несмотря на то, что у нас равноправие, да, это вот все-таки весь мир косметики в основном принадлежит мужчинам. В жизни вы не найдете в Израиле женщину, у которой есть свой завод, которая будет производить свою линию через науку или длительные исследования. Я не знаю почему женщин так мало в науке, в крупном бизнесе. Пока у меня нет, к сожалению, на это ответа. Есть у нас объективные причины, когда мы на пике карьеры уходим на некоторое время в тень, даже морально. В
маленький отпуск по уходу за ребенком. То есть сама беременность и появление малыша все-таки по природе на женщине. И мы в этот момент делаем ставку, конечно, не на работу, а на свое маленькое дитя. А у мужчин нет этого. Они могут всегда быть в своей карьере. Я знаю, что в Израиле декрет у женщины длится всего 3 месяца. То есть, если женщина, например, хочет выйти в декрет за 2 недели до родов, то после родов ей останется всего 2,5 месяца. В противном случае она может потерять свое место работы. Ну, для работодателя это, конечно, хороший вариант, но как быть женщине с 2-месячным ребенком на руках? Как израильтянки решают этот вопрос? Ты не можешь уйти в декрет за 2 недели до родов, если не принесешь справку от врача, подтверждающую, что ты не можешь больше работать. Через 3 месяца после родов у тебя есть несколько вариантов. Ты оставляешь ребенка бабушкам, отдаешь его в ясли или действительно увольняешься с работы. Что делать женщине, которая не может себе позволить дорогие средства по уходу за собой? Я считаю, что у многих женщин нет особых проблем с кожей. Все это индустрия рекламы, импульсные покупки. И совсем не обязательно ориентироваться на цену. Дело не в стоимости, дело в составах. Повторюсь, не нужно лениться, а внимательно читайте составы. Понимать, что такое гиалуроновая кислота, с чем она совместима. Какие-то совсем базовые вещи надо все-таки знать. Все зависит от того, что производитель положил внутрь коробочки. Но если есть проблемы, то лучше пройти курс процедур под наблюдением врача. Это намного дороже, чем крем в магазине, но здесь речь о здоровье человека. Открою секрет: профилактических препаратов, которые работают, крайне мало. А хороший крем, он обязательно должен быть дорогим? Не всегда. Все зависит от того, что производитель положил внутрь коробочки, сколько он положил пептидов, сколько он положил гиалуроновой кислоты. Опять же, в каком количестве. Если он положил больше 50%, то крем будет стоить дороже. Если 5%, соответственно, дешевле. Большую роль играет и имя фирмы. Огромное заблуждение, конечно, то, что цена – это означает качество. Да, есть сегмент по стоимости состава, который не может быть ниже. И в соответствии с экономической повесткой в стране стоимость будет повышаться или наоборот понижаться. Но есть стандарты, они в открытом доступе. Ваш бренд теперь будет широко представлен в России. Ну и, конечно же, мне хотелось бы узнать, знаете ли вы какие-то слова на русском языке? Нет, пока еще не выучила. Почему ваш бренд только сейчас начинает свою деятельность в России? После того, что произошло с поглощением моей компании бывшим супругом, я создала новую фирму. У меня была финансовая некая подушка безопасности. Я стучалась во все двери. У меня остались мои связи, конечно, а также маленькие предприятия, которые помогли мне с производством. Мир не без добрых людей. Мне помогли, меня поддержали. Спасибо большое моей маме, ей 83. Она очень меня поддерживает. Вообще, это так важно, посмотреть на себя и своих окружающих немного со стороны. Ситуация, которую никто не мог спрогнозировать, что твой супруг заберет себе дело твоей жизни. И не все, конечно, верили, что я смогу собраться и снова стать той Фанни, которую все знали. Но многие протянули свои руки и сердца, и я преодолела все страхи, риски, сомнения. И со временем я встретила человека, который помог мне выйти на рынок вашей страны. Однако он меня подвел, и мы сегодня в судебных тяжбах. Удивительно новый виток. И не сразу все получилось. Было доверие к партнеру, возлагались большие надежды, была уверенность на рынок в России, обещания и золотые горы. Но казалось, если без подробностей и имен, я снова ошиблась. Хотя не совсем. Через этого человека я все-таки нашла других замечательных и честных профессионалов. Они рядом, они крутые. И мы работаем сейчас в вашей стране на очень высоком уровне. Моя продукция, например, в Сочи, в мировых отельных сетях. Нам доверяют, у нас грандиозные планы, и они реализуются. Тогда я открыла еще одну компанию, когда встретила новых партнеров в России, и они живут в Краснодаре. Они в очередной раз помогли, подняли меня с пола, собрали, и я снова работаю на самом высоком уровне. Фанни, спасибо вам огромное за интервью. Очень рада, что вы приехали к нам в Россию. Вы смотрели программу «Море откровений». До встречи.
Морской вокзал Сочи – центр культурных событий и мировых тенденций. Галерея красоты, моды в бутиках Гуччи, Этро, Макс Мара. Элитный мужской мир в Эрменеджильда Зенья. Парфюмерия и косметика в Артиколе. Ценителям традиций часы в Сублим. Семейные завтраки, деловые обеды и званые ужины в ресторанах Кофемания и Ласточки. Морвокзал Сочи, Войково, 1. История морского города в деталях и вкусах. Салон красоты Шансу. Индивидуальный стиль клиентов, эксклюзивный почерк мастеров. Путь к совершенству укажут профессионалы. Шансу. Город Сочи. Улица Советская, 42.